Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлых двух видео я вам показала, как связать голову, тело, ножки, ручки и ушки будущему мышонку. А сегодня продолжим вязание и займемся с вами носиком, хвостиком, сделаем глазки и вышьем бровки и ротик нашему мышонку. Итак, приступим. Сначала займемся носиком. Возьмем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем воздушную петлю и набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо так, чтобы не оставалось отверстия. И последний, второй ряд, 6 столбиков без накида. В конце делаем соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания носика к голове. Вытягиваем нить. Вот у нас получился носик. Маленький, аккуратненький розовый носик. Теперь займемся хвостиком. Для того, чтобы связать хвостик, возьмем пряжу тоже розового цвета. Первый ряд 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Опять делаем воздушную петлю подъема и провязываем в кольцо амигуруми 5 столбиков без накида. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И теперь вяжем 20 рядов по 5 столбиков без накида в каждом или 100 столбиков без накида подряд. Теперь делаем соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. Вытягиваем ниточку. Вот такой хвостик получился. Набивать наполнителем его не надо, он должен быть гибкий. Теперь займемся глазками. Глазки я уже сделала. Вот такие они. Для их изготовления понадобится фетр 3 цветов: белый, голубой и черный, а также клей Момент Кристалл. Я не буду вместе с вами их делать, а просто подробно расскажу о процессе изготовления. Сначала необходимо сделать шаблоны на листе бумаги и перенести их на фетр. Для этого я использую тетрадный лист в клеточку, каждая сторона которой равна полсантиметра. Но вам я покажу, для того, чтобы было лучше видно, на примере листа с крупной клеткой. На листе чертим квадрат размером 4 клеточки в высоту и 4 клеточки в длину. Теперь в этом квадрате будем чертить белок глаза. Это шаблон для белого фетра. Закругляем левый верхний угол. Закругляем левый нижний угол. Закругляем правый нижний угол. Отсчитываем от верхнего левого угла 2 клеточки и соединяем эту точку с правым нижним закруглением, тоже с закругленной линией. Вот это у нас получилась заготовочка
шаблон для белого фетра. Вырезаем, накладываем на белый фетр, переносим, и у нас получается с вами белок глаза. Далее отсчитываем от левого нижнего угла 3 клеточки вверх и 3 клеточки вправо. Соединяем эти две точки с закругленной линией. И у нас с вами получилась заготовочка для радужки, которую накладываем на голубой фетр и вырезаем детальку. Далее, для того, чтобы сделать зрачок, отсчитываем от нижнего левого угла 2 клеточки вверх и 2 клеточки вправо. Тоже соединяем с закругленной линией. Это у нас получилась заготовочка для зрачка. Вырезаем, накладываем на черный фетр, переносим, получается зрачок. Далее на детальку из белого фетра наклеиваем с помощью клея Момент Кристалл голубую деталь, и затем на голубую деталь наклеиваем черную деталь, зрачок. Таким образом у нас с вами получится 2 глазика. Необходимо обязательно дождаться, когда полностью высохнет клей, чтобы в дальнейшем работать с ним. Посмотрите, для моего размера мышонка эти глазики в самый раз. Если вы использовали нитки другого размера или крючок другого номера, то глазки необходимо скорректировать по размеру. Вот такие глазки у нас с вами должны получиться. Теперь приступим к сборке игрушки. Сначала пришьем хвостик. Обращаю ваше внимание, я вам уже об этом говорила, что зад игрушки у нас будет с той стороны, где заканчивается и начинается 33 ряд, который мы вязали за заднюю стенку петли. Видите, тут рубчик разрывается у нас. Это будет зад игрушки. И именно здесь мы будем пришивать хвостик. Берем хвостик и присоединяем его к телу таким образом, чтобы нам понравилось его месторасположение. И начинаем пришивать. Для этого захватываем петельки последнего ряда хвостика и захватываем тело и пришиваем по кругу, при этом хорошо натягивая ниточку. В конце делаем узелочек и прячем нить внутри хвостика. Вот мы пришили хвостик. Теперь займемся оформлением мордочки. Самое интересное. Для того, чтобы пришить ушки, приколем их английскими булавками по бокам головы, примерно на расстоянии 4 рядочка от макушки. Вот так они должны примерно располагаться. Пришиваются очень легко и просто. Отодвигаем ушко и делаем 4-5 стежков по нижнему краю ушка.
Вот мы пришили одно ушко. Ниточку пока мы не закрепляем и не обрезаем. Сначала пришьем второе ушко, убедимся, что ушки пришиты ровно, правильно и симметрично. Затем будем их закреплять и прятать внутри головы. То же самое делаем со вторым ушком. Пришили второе ушко. Проверяем. Все хорошо, можно делать узелочек и прятать ниточку внутри игрушки. Ушки пришиты. Теперь пришьем носик игрушки. Так как носик является совсем маленькой деталькой, то можно в принципе и приклеить его, а можно и пришить. Сначала обрежем хвостик от кольца амигуруми покороче. Остаточек спрячем внутрь носика. Вденем ниточку в иглу. И начнем пришивать. Присоединим носик прямо к нижней части головы. Вот здесь. Пришиваем так же, как и хвостик. Хватаемся за голову, а потом за каждую петельку последнего ряда поочередно. При этом затягиваем ниточку. И так действуем по кругу, пока не пришьется весь носик. В конце делаем узелочек и прячем ниточку внутри носика. Вот так мы пришили носик. Теперь будем приклеивать глазки. Берем два глазика и берем клей Момент Кристалл. Наносим клей сразу на два глаза. Теперь аккуратно приклеиваем глазки близко к носику. Обязательно надо дождаться, когда глазки полностью приклеются и высохнут. Только после этого будем вышивать бровки и маленький ротик. Вставим черную пряжу в иглу. Введем иглу сбоку головы. Выведем на несколько рядочков выше глазика.
хвостик необходимо оставить снаружи. Теперь смотрим, как у нас будут располагаться бровки. Как нам больше нравится. Можно их сделать подлиннее, можно покороче. Где-то 2 петельки вправо и 1 рядочек вниз. Вот так я их расположу. Ввожу туда иголочку, вывожу на расстоянии 2-3 дырочки от первой бровки. Вот у меня получилась бровка. То же самое делаем со второй. Вот сюда ее завожу. Вывожу иголку ровно в том месте, откуда у нас выходит хвостик, в той же дырочке между петельками. Если нам нравятся наши бровки, можно вышивать дальше ротик. Вводим иглу в то же место, где у нас все хвостики. Выводим рядом с носиком, снизу, сбоку, с правой стороны. Ротик должен быть немножко кривоват, поэтому пропускаем 2 петельки вправо и 1 рядочек выше. Вводим иглу, выводим там же, где у нас хвостик. Вот мы вышили ротик. Ниточки завязываем на 2 узелочка. И прячем внутри игрушки. Натягиваем, чтобы узелочек ушел внутрь. Обрезаем ниточку. Прячем вторую ниточку. Вот как получилось. Вот такой мышонок по имени Мышаня у нас с вами получился. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!